Всем привет, дорогие друзья! Флориш, которому мы сейчас будем обучаться, довольно известен среди аккордистов, но далеко не все умеют его правильно исполнять. Надеюсь, что сегодняшнее обучение поможет вам исправить этот недочет. Итак, ребят, чтобы сделать этот флориш, вам желательно взять мягкую колоду, потому что с ней вам просто будет легче делать этот флориш. Но также вы можете это сделать и с жесткой колодой, просто вам будет немного это посложнее делать. Так вот, вы взяли колоду, и вам нужно взять изначально ее в такое положение. Мизинец, безымянный, средний и указательный вот сверху. Указательный он у вас вот тут, на правой грани, а большой он у вас снизу на левой грани. И получается углу. И получается такое положение. И из этого положения вам нужно просто перевернуть руку. И получается вот так. И теперь вы должны сжать колоду и почувствовать, как карты они начнут ехать с большого пальца. То есть тут суть флориша в том, что карты, они начинают выезжать. Вот так. Вы должны отпустить постепенно так, чтобы от большого пальца они начали вот так ехать. То есть вам нужно просто в то же время отпускать и сжимать большим пальцем. То есть, и получается, они от большого пальца у вас вот так едут. Сначала почувствуйте, как это у вас будет уже получаться уверенно. Вы можете переходить к самому вееру. Вы взяли колоду, и тут уже вы должны взять большой палец правой руки и положить его приблизительно вот сюда. То есть не на центр, чуть ниже центра. В оригинале вообще этот флориш делается таким образом, что вы кладете его не на ноготь, а именно вот этой частью пальца. И когда вы начинаете его делать, у вас тут карта, она остается одна. Но мне больше всего нравится, когда вы ноготь, потому что тут никакая карта у вас не остается, и вы можете показать это с другой стороны. Вы взяли, кладете ноготь и начинаете делать вот это движение. Сжимать колоду, и она начинает у вас ехать. Делайте это сначала не быстро, просто вот так медленно. У вас сначала это может такое быть, что карты, они просто будут у вас вот так вылетать, из-за того, что вы просто сильно надавите, и они сразу вылетят. И потом у вас будет получаться вот так. То есть у вас раскрывается веер. Вот. Потом, как вы раскрыли, вам нужно сделать это до определенного момента. То есть вы должны это сделать не именно полностью, а сделали и остановились. Вот так. Как вы сделали, остановились, допустим. И тут уже вам нужно крепко, прям очень сильно сжать всеми пальцами. Потому что, допустим, когда я учился, я делал это, и у меня просто не получалось из-за того, что вот я раскрыл, я потом не крепко сжимал, и карты, они уже все. То есть разъехались, и веер уже как бы был некрасивым. Поэтому сделали и прям крепко сжали сразу. И получается у вас вот тут средний палец вот в этом углу. И вы зажимаете средним и большим вот тут. Вот. То есть вы сделали, остановились и сжали. Получается, как вы сжали, вы можете уже убирать правую руку, и вот у вас получается такой веер. И просто потом его вот закрываете. И вот у вас получился Fur Fun. Если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока!